Димаш реакция. Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Сегодня мы с вами смотрим снова выступление Димаша. Токио Джаз Фестиваль в этом году. Один из моих зрителей, один постоянный поклонник Димаша, написал мне, что вот Димаш выступает на джазовом фестивале. Вообще даже не представляю, как Димаш будет выступать на джазовом фестивале, что он будет петь. И если он будет петь какую-то джазовую композицию, я буду просто в шоке. Смотрим. Дорогой друг, а если ты все еще не подписан на мой канал, но тебе нравится смотреть реакции на классных вокалистов, то обязательно подписывайся на этот канал, чтобы не пропускать новинки, а также ставь обязательно колокольчик, делай его сереньким, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Ну что ж, я включаю, и мы смотрим. Друзья мои, по вступлению я узнаю уже песню, на которую я делала реакцию. Ребята, знаете, как мне нравится слушать, как Димаш поет на сдержанном звуке? Мы же понимаем, что композиция, она на той композиции, что она должна к чему-то идти, как-то развиваться и что-то дальше в конце, ну не в конце, вообще давать какое-то развитие и к чему-то привести нас, да? То есть Димаш не может сразу выдавать все, что вот на первых звуках, все, что он может, да? То есть он преподносит произведение. И вот такое очень культурное звучание, такое на динамике пиано, так благородно. Мне чем всегда Димаш нравится, когда исполняет песни, очень бережно относится к музыкальной фразе. Филигранно, что ли, выпевает каждую фразу. Каждый, даже самый тихий звук для него имеет огромное значение. И каждый оттенок динамический для него тоже имеет значение. Каждое слово, вообще каждую секунду Димаш существует в произведении. И это очень большая ценность артиста Димаша. Как здорово, как здорово. Вот Димаш здесь, по-моему, исполняет это произведение, которое я уже слушала, Autumn Strong на английском, еще более бережно, еще более, я даже не знаю, какое-то, ну, знаете, такое сокровенное, опять же, все-таки то выступление, которое я анализировала, это, кажется, был 2017 или 2018 год. То есть прошло уже 3 года, и видно, как Димаш поменялся за это время. Вот, ну, как сказать, он и тогда душевно исполнял, он и тогда бережно относился к слову. Но вот то, что я вижу сейчас, это, знаете, качественно и духовно новый уровень. Я не знаю, как это еще назвать. И тогда это было, но сейчас теплоты я чувствую в голосе еще больше. Как круто! Как это просто филигранно! Ребята, Димаш сейчас использует динамический прием, который называется месса ди воча. Если брать вокальную технику бельканта и взять вот оттуда этот термин, месса ди воча означает филировка звука. Что такое филировка звука? Это когда мы берем с вами звук на какой-то одной громкости,
ну, грубо говоря, давайте на одной динамике или динамическим оттенком, просто на одной громкости. Берем тихо звук, затем его, не перебивая дыхание, на том же самом дыхании продолжаем, усиливая, доводим его до меццо-форте, иногда его могут довести до форте, и дальше снова уводим на пиано. Это называется филировка звука, если вы не слышали. Так вот, Димаш сейчас совершенно виртуозно и потрясающе показал нам этот прием во фразе. Здорово. И вот эта песня, знаете, есть такая песня Autumn Leaves. Это самый, наверное, известный джазовый стандарт, который только может быть «Осенние листья». Вот Autumn Strong чем-то перекликается с Autumn Leaves. И джаз — это не только определенные стили, такие как бибоп, свинг, латино и многие другие, но, конечно же, это еще и джазовая баллада. Так вот, в стиле баллады Димаш совершенно замечательно звучит и очень хорошо использует все краски своего голоса, чтобы показать это произведение максимально выпукло. Ребята, извините, остановлю, это просто невозможно было пропустить. Вы слышали это качание? Слышали? Вот это вот, опять же, филигранное отношение Димаша к звуку. Филигранное. К любому звуку, который он относит. То есть вот это вот такое, это не вибрато, ребят. Это не вибрато. Это качание голоса на полутонах. На полутонах, то есть это если бы было быстрее сделано голосом на одном дыхании, да, то это было бы вибрато, но это качание, которое управляется голосом. Я почему-то остановила, меня так это впечатлило, я не слышала раньше, чтобы Димаш использовал такие краски. То есть сегодня я слышу какой-то еще более обогащенный вариант этой песни. Нравится вот эта теплота, ребята. И видно, что Димаш, он не стоит на месте, он все время развивается. Он эту песню сейчас поет совершенно иначе, чем в тот раз, когда я анализировала эту песню на английском языке. Здесь уже Димаш выходит на такие серьезные динамические оттенки, в смысле того, что они всегда серьезные, но здесь Димаш уже показывает нам громкий звук. Там был какой-то жест похожий, да, вот так вот сюда рукой, что я действительно почувствовала себя в оперном театре. Смотрим дальше. Ого! Это был такой интересный, ребята, переход. Полный голос Димаша, такой усиленный. Вначале был белтинг, вот первая фраза, а потом, когда он легко переходит на вот этот вот звенящий головной звук, это уже был головной регистр. Многие же еще считают, что Димаш контртенор, и просто вот он поет фальцетным регистром таким образом. Ну, я, конечно, Димаша не распевала, я не смотрела все возможности его голоса, чтобы точно утверждать, кем является Димаш, все-таки лирическим баритоном или тенором, драматическим, например. Поэтому не могу вам точно сказать, но так или иначе вы услышали разницу между звучанием белтингового голоса и головного голоса Димаша.
Ой, извините, как жалко, я остановила. Там нельзя было останавливать. Ну ладно. Там была совершенно бесперерывная пауза. Заметьте, как Димаш долго держит длинные фразы и не берет дыхание. Вот это опять же говорит о том, насколько сильно прокачанная у него дыхалка. Это невероятно. Вообще потрясающе. Такие длинные фразы петь, потом еще не брать дыхание на следующую фразу. Ну это супер. Извините, вот как раз я прервала тот момент, когда не должна была прерывать. Вот сейчас давайте продолжим. Очень хорошо. Вот вообще эта песня, конечно, действительно подходит. Не сказать, что это джазовая баллада. Нету джазовой гармонической подложки, как это принято в балладах. Да? Нету такой сложной гармонии. Здесь достаточно простая гармония и достаточно понятная, естественная мелодия. Джазовые баллады, как бы за счет того, что у них там сильное нагромождение бывает гармоний, мелодии бывают достаточно витиеватые и непредсказуемые. Вот так. А вот это были мелизмы от Димаша, ребят. Вы можете так? Вот прямо остановила вам кусочек мелизмов, чтобы вы потренировались дома. Вот это место можно репетировать. Ой, мне нравится. Мне нравится, как Димаш работает динамикой. Как у него филигранно все выстроено. Ни одного лишнего звука, ни одного бездумного звука. Вот этот потрясающий вокалист, ребята. Кстати, в прошлый раз, когда я разбирала эту песню, я вам сказала, что вокалист вот именно в эту композицию, ну просто потрясающе вписывается. И без него даже, можно сказать, не обойтись. Ё-моё. Это, знаете, когда Димаш поет и держит берет эти высокие ноты на пианиссимо, такие вот, я не знаю, это какое-то колдовство, какое-то волшебство происходит. У меня перехватывает дыхание, и я думаю, что же будет сейчас. И ну, Димаш просто невозможно его слушать, не затаив дыхание. Так, ребят, ну это вы знаете, да, это уже оперная вокальная техника. Сюда я не лезу, это высокие ноты, которые поются чисто классическим вокальным методом. Поэтому смотрим дальше. Вот и пошла у нас кульминация, максимальная точка напряжения произведения, где Димаш уже выкладывает нам всю мощь, которую только вот он может в этой песне выложить. Я уже вот этот момент слышала, то есть вот в данный момент я не слышу каких-то глобальных отличий от того варианта, но я думаю, что громкий звук и такая форта, оно, в принципе, сложно его чем-то еще разнообразить. Если тихий звук, субтоновый начало можно очень часто, да, то кульминация, она всегда поется уже. Вот мы выкладываемся по полной. Вот очень были убедительные мелизмы сейчас на таком громком звуке. Это тоже достаточно сложно, ребята, делается. Потому что мелизмы на легком звуке поются легче. Почему? Потому что, в общем-то, тембр и смыкание связок там происходит по головному типу, и таким звуком узеньким легче всегда управлять. И когда это идет белтинговая подача, то мелизмами в белтинговой подаче, ну, это бывает очень трудно управлять. Поэтому тоже я могу сказать, что, кажется, такого момента я не слышала. Вот здесь вот Димаш делал что-то новенькое.
основном я смотрела видео выступления Димаша на большой сцене. Здесь первый раз я смотрю как бы запись в студии, как Димаш исполняет на конкурсе. И вот тут, честно говоря, слышится больше нюансов. То, как переходы, да, вот сейчас мы слышали явный переход снизу наверх, там такой был у него. Круто! Как он в одной фразе сочетает mixed и belting. Вот этот вверх был микстовый, первая фраза, вернее, начало фразы, а окончание фразы было белтингом, чуть пониже, да. Очень круто, прям Димаш вообще супер. Вот те самые потрясающие микстовые высокие ноты, за которые мы так любим Димаша, и это действительно уникально. Димаш, огонь. Уф, вот она пауза. Вот он момент, ребята. Я не знаю, что вам сказать. Я не знаю, что сказать на это. Ну, таких терминов не существует просто. Огонь. Огонь. Давайте у нас наивысшая точка будет огонь. Вот эта пауза. Вообще. Какая она была наполнена актерской, да? В такой момент вообще не оторваться от артиста. Если честно, я думала, что в конце будет только полутон и все. А вот и баритон. А вот и баритон проявляется в Димаше. Поэтому, ребята, вот сейчас я начинаю понимать, почему многие мои коллеги говорят, что Димаш все-таки баритон. Опять же, я слышала эти баритоновые ноты и раньше в песнях, но Димаш настолько редко их использовал, поэтому действительно, возможно, Димаш это лирический баритон, который еще умеет петь режимом контртенора. Но опять же, знаете, режим контртенора такой, что это же не просто высокий головной звук в оперной манере, это же потрясающий эстрадный микс. Это невероятный какой-то микс. Вау, как это было классно! Как молодец Димаш, что он закончил так непредсказуемо. То есть все равно еще в конце хотелось услышать какую-то тонику голосом, какую-то конечную точку, а ее не было, и это было совершенно. Вот что значит наполненная пауза. Ну или в данном случае мы имеем в виду, наверное, наполненное окончание уже без звука. Огонь. Ребята, честно говоря, я немножечко не ожидала, что выступление будет именно студийное на джазовом фестивале. Но учитывая все наши вот эти вот события, которые продолжаются уже, мы, получается, 2 года, да, с вами в таком состоянии живем. Видимо, уже как-то даже свыклись с этой мыслью, что все это не так скоро пройдет. Я имею в виду пандемию, да. И даже такие большие фестивали делаются онлайн. И, ну, честно говоря, меня это сильно печалит, потому что хочется, конечно, живого выступления. Ну, раз уж мы в таких условиях, что делать, да? Видно, что Димаш каким-то другим образом переработал эту песню. Очень много доработок, дополнительных вставок. Это все классно, это все здорово, но в определенных пределах.
И вот в такой песне лирической, конечно, перегрузить мелизмами было бы уже, ну так, гибельно, да, в отношении самой песни. Поэтому Димаш, конечно, потрясающе справился с тем, что он, во-первых, переработал, дополнил, достаточно много было новых фраз, новых мелизмов в этой песне. Но при этом она не стала, знаете, такой какой-то спортивной, что ли. Витиеватой в плохом смысле, что ты не можешь уловить основную мелодию. Вот здесь было все идеально. Была основная мелодия, основная тема, которую мы запомнили. Сейчас со второго прослушивания эту песню я уже точно запомню. И это был шедевр. Конечно, это, ребята, вот по чесноку, это не джаз. Это не джаз. Джаз — это немножко другое. Я не знаю, что именно происходит на таких больших фестивалях в Японии. Я не знаю, что японцы подразумевают под джазом. Может быть, такая музыка для них — это джаз. Потому что джаз, несмотря на то, что это такое всемирное понятие, world music, такой вот, да, стиль, что мы понимаем, вот джаз — это вот так и никак иначе. Все равно в каждой стране джаз исполняют по-разному. Максимально аутентично джаз, естественно, исполняют в Америке. У нас в России джаз немножечко другой. Хотя, по идее, мы с вами также, музыканты, развиваем тоже чувство свинга, ту же синкопированность, те же диссонансные аккорды мы учимся опевать, обыгрывать, лады использовать в импровизациях. Но все равно наш джаз звучит от оригинального джаза иначе. Тем более я не знаю, как джаз играется в Токио. Хотя это даже интересно. Интересная тема, нужно будет поискать каких-нибудь японских джазовых исполнителей и посмотреть. Ладно, мы сейчас далеко уже с вами ушли от исполнения Димаша. Давайте возвращаться. Браво, Димаш! Других слов нет. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. А также будьте подписаны на этот канал, чтобы получать дальше уведомления о выходе новых видео на классных вокалистов, реакции на классных вокалистов. Ну и также, конечно же, ребята, напишите, что думаете по поводу исполнения Димашем этой песни на джазовом фестивале в Токио в 2021 году. Ну все, ребят, с вами, как всегда, преподаватель вокала Орлеана. Пока-пока и до следующего интересного видео на моем канале.